Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина, вы смотрите мой канал, который посвящен интерьерному вязанию. Я хочу в этом видео с вами немножко разобрать один орнамент интересный мозаичный, который есть в моей книге, который у вас широко используется в ваших пледах, подушках, я это вижу, и по нему есть вопросы. Поэтому я хотела бы сегодня немножко с вами его разложить. Орнамент, о котором идет речь, выглядит вот так вот. В книге он представлен на вот этом градиентном пледе. Вот если вы присмотритесь, это такой классический геометрический узор. А в книге у меня он называется «Сложная геометрия». Сложная, потому что есть геометрии попроще, похожие на вот этот орнамент, там ромбы, но они зеркально не отображены. А здесь, если вы приглядитесь, то вы увидите, что они немножко не одинаковые. То есть серединка то, например, с черным крестом, видите, то с белым. Это дает как раз тот объем и фигурное, очень интересное восприятие этого пледа или подушки, или где еще вы захотите его использовать. Он на самом деле не такой сложный, как может показаться, но раз есть вопросы, я бы хотела его немножко разобрать. В схеме, в книге он представлен в виде схемы с крестиками, как и все орнаменты в книге, да, то есть вы видите образец связанный, как он будет выглядеть, и видите схему по рядам с расставленными крестиками. То есть вам просто нужно по ней вязать, чтобы получился вот такой узор. А сейчас вы знаете уже, что во всех своих курсах я схему немножко рисую по-другому, в смысле не только с крестиками, но и с самим рисунком. То есть я совместила образец и схему с крестиками, наложив рисунок на крестики, так, чтобы вам визуально было более понятно. Итак, давайте посмотрим на схеме, какие могут возникнуть сложности. В описании к видео вы найдете ссылку на вот такую схему. Я вам сделала ее в большом размере, чтобы вы могли увидеть, как это будет смотреться в полотне, на большом пледе, например. Смотреться будет отлично. Здесь как раз видны, да, вот эти немножко отличающиеся друг от друга фигуры, что и дает такой интересный эффект. Так, давайте посмотрим, где же могут возникнуть проблемы. Раппорт узора совсем небольшой. Вот он здесь у меня выделен. Крестики все расставлены. Вопрос может возникнуть и возникает, опять же, как вязать после раппорта. То есть вот мы провязали все необходимые 22 ряда, как провязывать 23, 24 и так далее. Давайте еще раз разберемся в этом вопросе. Когда вы провязали все 22 ряда, первые два мы имеем в виду, что они установочные, поэтому здесь крестиков нет. То есть вы просто провязываете один цвет, например, там темно-коричневый, другой цвет просто белый, без столбиков с накидом, только столбиком без накида. И дальше с третьего ряда уже расставлены крестики, и вы начинаете в нужных местах провязывать столбики с накидом. Так вот, когда вы провязали 22 ряда, вы провязали раппорт целиком, но чтобы рисунок дальше прекрасно по вертикали совместился, переходя на 23 ряд, я вам здесь расставила крестики, чтобы вы его провязали правильно, потому что если вы будете его провязывать как первый, то ничего не выйдет, потому что рисунок прервется из-за того, что здесь у нас крестиков нет. Итак, в 23 ряду я крестики проставила, в 24 тоже проставила, так, чтобы у вас первые два ряда второго раппорта были правильными и продолжили рисунок. А вот с 25 ряда я вам тут пишу «вяжем как третий ряд». То есть 25-й вяжем как третий, потому что он идентичен абсолютно. То есть у нас раппорт целиком повторяется. 26-й вяжем как четвертый, потому что 26-й ряд вот этот идентичен четвертому. И так далее. То есть каждый следующий ряд вы вяжете как соответствующий ему по рисунку ряд в раппорте. И тогда все будет хорошо. Точно так же по горизонтали. Здесь все гораздо проще. Вы провязали 18 петель, дальше у вас начинается 19 петля, она повторяет собой первую. 20-я, вторую и так далее. Вот вы так абсолютно и вяжете. Так же, как вязали в правой части, абсолютно так же повторяете в левой. Первые два ряда крестиков у нас здесь нет. С третьего ряда вот эту петлю вы начинаете вязать как первую, вторую как вторую и так далее. То есть просто повторяется рисунок. Вот. Я надеюсь, что у вас все получится, надеюсь, что эта схема вам будет понятней. Еще раз напомню, что я приложу ссылку на нее в описании к этому видео, чтобы вы могли себе связать много интересных вещей этим орнаментом. Большое спасибо, вяжите на здоровье, будьте здоровы!